Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні випікаю булочки з корицею. Смачні, ароматні, тільки зроблю їх інакше, не так, як ми звикли. І вийдуть вони красивіші. Готовлю их на тесте водолаз. Оно универсальное, подходит для пирожков, пирогов, булочек и рулетов. Но для булочек его можно сделать более сдобным. Добавила немного сахара и добавляю 2 яйца. Желток для смазывания возьму отдельно, но по желанию можете отделить его из этих яиц. Первым делом поставлю легкую опару. В миску для замеса выливаю теплое молоко. Температура 30-35 градусов. Добавляю дрожжи, чайную ложку сахара из общего количества. И все это хорошо перемешиваю до его полного растворения. Сюда же пару ложек муки. Снова перемешиваю и оставляю где-то на 10-15 минут. Пусть дрожжи немного оживут. А я за это время приготовлю продукты. В миску выливаю 2 яйца, добавляю соль, сахар, пакетик ванильного сахара и хорошо перемешиваю. Сюда же размягченное сливочное масло. Топить до жидкого не надо, только согреть до мягкости. Но и не забывайте, что все продукты должны быть комнатной температуры. Тогда тесто хорошо и быстро подходит. Здесь 3 столовые ложки растительного масла. Беру без запаха. Сюда выливаю 2. Одну оставляю для вымешивания теста. Все, сдоба готова. И прошло уже 15 минут. Опара разгулялась, можно замешивать тесто. Вот так вот она хорошо запенилась. Выливаю сюда сдобу. Перемешиваю до полного соединения сдобы и опары. Сейчас эта пенка осядет. И добавляю муку. Так высыпаю сразу не все, немного оставляю, посмотрю по тесту. Если понадобится, обязательно добавлю. Видно, что тесто мягкое, влажное. Высыпаю остальную муку и продолжаю вымешивать. Тесто уже собралось в комок, но на дне еще остаются крошки, сухая мука. Поэтому обливаю растительным маслом, тем, которое оставляла, столовая ложка. И продолжаю вымешивать до тех пор, пока масло полностью войдет в тесто. Все, миска чистая, домешиваю на столе. Помесить его надо около 10 минут. И делайте это так, как вам удобно. Можно порастягивать или вот таким вот способом. Помесите немного так, немного по-другому. Коврик я не подпыляю мукой, не смазываю растительным маслом. Тесто вымешивается и так. Не надо в него добавлять лишний жир и тем более лишнюю муку. Если чувствуете, что с тестом легко справитесь, ничем не подсыпайте. Но в конце замеса его лучше отбить. Вот такое вот сейчас получается тесто. Очень мягкое, еще достаточно липкое, прилипает к пальцам. Отбиваю пару минут и покажу, как изменилось тесто. Все, тесто полностью готово. Однородное, гладкое. Остается таким же мягким, но совсем не липким. Пальцы в него проваливаются, но не прилипают. Я вот хорошо его сдавливаю, сжимаю. Вот такое замечательное тесто. Очень красивое, и выпечка на нем получается очень вкусная. Подкатываю в овальный кусочек, беру пакет, внутреннюю сторону хорошо смазываю растительным маслом, тесто тоже. Завязываю, оставляю место для подъема. И прячу в большой пакет, чтобы в него не попадала вода. В кастрюлю набрала теплую воду температурой примерно 35 градусов. Это оптимальная температура для брожения теста. Если нет градусника, то для руки она должна быть приятно теплой. Опускаю сюда тесто, накрываю крышкой, чтобы вода не так быстро остывала, и оставляю где-то на 40-50 минут. И подогревать воду больше не надо, оно успеет подойти, пока она остынет. Тесто подходило 45 минут, подошло до самого узелка. Видно, что пористое, пышное. Выкладываю на коврик. Не обминая тесто, подкатала в жгутик и делю на 5 кусочков, весом почти по 200 грамм. Теперь их округляю, подкатываю в шарики. Немножко смазываю растительным маслом, накрываю и оставляю где-то на 10 минут. Пусть они полежат, клейковина расслабится, и только потом буду раскатывать.
Для булочек понадобится еще сахар и корица. Здесь у меня 3 столовые ложки сахара и чайная ложка корицы. Вес я распишу в рецепте. И растительное масло для смазывания теста. Тесто отлежалось, еще немножко подошло, клейковина расслабилась. Вот теперь оно легко будет поддаваться раскатке. Коврик совсем чуть-чуть смазываю маслом. Каждый колобочек подкатываю в жгутик. Сразу его немного раздавливаю. Потом подворачиваю тесто, защипываем вот так вот несколько раз, тем самым уплотняя тесто. Раскатывать начинаю из середины, придавливая тесто к столу, но не растягивая его насильно. И передвигаю руки к краешкам. Вот таким вот образом. Приподнимаю, чтобы тесто стянулось. И снова от середины придавливая, раскатываю краешком. Если будете растягивать насильно, тесто порвется. Просто придавливайте к коврику и раскатывайте. И раскатывая длиной до 40 сантиметров. 38-40, этого будет достаточно. Если на коврике осталось лишнее масло, уберите его бумажным полотенцем, потому что дальше надо будет раскатывать на муке. Но муки совсем чуть-чуть, только так, чтобы тесто не прилипало к коврику. Обваливаю этот жгутик со всех сторон, прокатывая на муке. Немного раскатываю в длину, совсем чуть-чуть, чтобы этот жгутик стал плоским. И в ширину. Ширина этой полосочки должна быть не больше 6 сантиметров. Вот эта полосочка еще немного растянулась. В итоге ее длина получается 50 сантиметров. Переворачиваю гладкой стороной вниз. Если видите, что скалка где-то прилипает к тесту, подпылите его мукой. Еще раз прокатываю. И все достаточно. Но чем длиннее раскатаете жгутик, тем больше получится завитушек. Поэтому экспериментируйте, как вам больше понравится. Можно было, конечно, все тесто раскатать в пласт, смазать маслом, засыпать сахаром, свернуть в рулет и нарезать на булочки. Но так они получаются более красивой формы. Еще немножко подровняю. И так раскатываю все жгутики. Теперь каждую сразу смазываю растительным маслом по всей площади, чтобы булочки хорошо слоились. И засыпаю сахаром с корицей. Точно так же, как и масло. Растягиваю по всей полосочке. Здесь можно до самого краешка. Вот этот хвостик оставляю чистым, сахаром не засыпаю. И скручиваю в рулетик. Не подтягиваю тесто, не уплотняю, не делаю этот рулетик плотным. Просто вот как оно лежит, так легко и скатываю. По бокам он получается выпуклый. И за счет этих боков булочка получается с шапочкой. На листике они выровняются, а сверху появится шапочка. Ниткой разрезаю этот рулет на 2 части, на 2 булочки. Каждый хвостик раскатываю до тонкого. Вот только то тесто, которое не засыпано сахаром. Булочку поправляю, раскрываю эту спиральку и прячу его под булочку. Совсем чуть-чуть, только для того, чтобы этот хвостик при подъеме булочки не отделился, не упал в сторону. И так делаю остальные. Вот так я разложила булочки на расстоянии, чтобы им было куда подходить. Вот такие они красивые, уже на них растут шапочки. При выпечке они станут еще немножко выше. Накрываю их пленкой и оставляю где-то на 20 минут. Булочки подошли, смазываю их разведенным желтком, добавила к нему 3 чайные ложки воды. Аккуратно, не надавливая на тесто, и смазываю именно по рисунку, по спирали. И как только смажу все булочки, включу духовку на разогрев, температура 190 градусов. За 10 минут она нагреется, смазка на булочках подсохнет и буду выпекать. Оставляю их в таком виде, уже ничем не накрываю. Только следите, чтобы не было сквозняков, чтобы эта смазка не схватилась сразу корочкой. Вот так вот булочки еще немного подойдут. Булочки испеклись, выпекались они 19 минут при температуре 190 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Конвекция в моей духовке подсушивает дрожжевую выпечку, она получается не такая пышная и не такая мягкая. И вот они только-только из духовки, посмотрите, насколько мягкие,
Да, присутствует верхняя корочка, еще и запекается сахар, но видно, что тесто внутри очень мягкое. Красивые, румяные, воздушные. Вот так вот пропекается донышко. Посмотрите, сахар с корицей не вытекает, все остается в булочке. Булочки внутри влажные, немного остынут, потом покажу, какие они внутри. Я уже говорила, булочки мягкие, пока свежие, с хрустящей корочкой. Очень вкусные и ароматные. Количество сахара и корицы в нем — это уже по вашему вкусу. Тесто в середине пышное, воздушное, как пушок. Влажное, разрывается волокнами. Очень надеюсь, что эти булочки вам понравятся. Готуйте з удовольствием і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.